Всем привет! Решил здесь записать небольшой подкаст на тему проектной деятельности. Говорить буду сухо, тезисно и без лишних соплей. Долгие рассказы у меня получаются не очень хорошо, но с вашей обратной связью постараюсь улучшить данный навык в будущем. Формат видео носит экспериментальный характер, просто захотелось попробовать что-то новенькое. Прямо сейчас я сижу перед монитором и в текстовом редакторе записываю свои мысли. Я их записываю, обрабатываю, перечитываю и исправляю. На выходе уже получилось то, что стало доступно вам. Так получилось, что в одном телеграм-чате произошел спор на тему стартапов, да и проектов, проектной деятельности в целом. Столкнулись два лагеря. Те, кто имеет кладбище проектов у себя за спиной, ну и горячих оптимистов. Было интересно наблюдать за развитием событий и спорами этих людей. В разговор я практически не вмешивался и не занимал чью-то сторону. Потом немного посидел, порефлексировал и решил поделиться своим небольшим опытом участия в проектной деятельности. В целом я всем рекомендую пробовать развивать свои проекты, либо участвовать в чужих. Практическое применение своих знаний может много поведать человеку о самом себе, поэтому вперед. В студенческие годы я участвовал в проекте по разработке тренажера для реабилитации. Были спонсоры, это несколько преподавателей моего университета, которые хотели решить какие-то свои проблемы со здоровьем. Ну и, возможно, потешить какие-то амбиции. Ну, либо там еще какие-то коммерческие цели у них были, но в целом мне показалось это не очень убедительно, конечно. Свою мотивацию на тот момент я полностью тоже не осознавал, но интуитивно хотелось что-то делать, лишь бы что-то делать. По итогу вот что у меня получилось. Из плюсов я научился более 50 раз переделать одну и ту же модель и при этом не психовать. Освоил работу в SolidWorks, заработал немного денег, познакомился с реальным гаражным производством, лазерными и гибочными станками, ну и другим. Также я немного улучшил свои навыки работы в команде и просто умение излагать свои мысли, да и просто говорить в целом. Я был и остаюсь интровертом, и обычное общение дается мне с некоторым усилием. Также я видел, как воруют идеи с большими ресурсами, воплощают их в жизнь гораздо быстрее. Данный проект завершился через год, когда мы прогоняли третью версию конструкции. Распалась команда, так как основные заказчики сменили род своей деятельности, и кто-то из них даже переехал в другой город. Но вот так оно бывает. Я испытал некоторое разочарование, но неглубокое самокопание показало, что плюсов гораздо больше, а разрушенные нечеткие цели и смутная мотивация идут мне только в плюс. Вот такой позитивный неудачный опыт на участие в проекте у меня имеется. Кстати, если кому-то интересно, то могу поделиться видео, где я тестирую данный тренажер. Для студенческого проекта я считаю, что получилось достаточно круто. В довесок скажу, что работа над тренажером дала мне гораздо больше, чем мои мертвые университетские лекции. Теперь я считаю, что одним из лучших способов самообразования является практическая деятельность. Кстати, обучение других людей тоже прекрасно этому способствует. Все как в том анекдоте. Преподаватель ругается на своих студентов и говорит: я уже в 5-й раз им все объясняю, сам уже все понял, а они нет. Для формирования хорошей базы знаний и опыта нужно обрабатывать информацию и транслировать ее вовне в виде какого-то результата. Бывает, что в голове все складное, а на деле это не имеет никакой ценности. Дальше переходим к вопросу адекватной самооценки. Вот и получается, что в процессе транслирования информации происходит ее структурирование и переосмысление. Ну вот прям сейчас, как у меня. Это является моей мотивацией к созданию данного видеоролика. Ну и, конечно, некоторая рефлексия до этого, которая была. Так, в прикладной психологии есть подходящая терминология, как мне показалось. Ассоциация, погруженность в переживание, при воспроизведении которого человек видит события своими собственными глазами, воспринимая его всеми органами чувств. Диссоциация, выход из переживания в состояние наблюдателя за самим собой, рассматривающего и слышащего ситуацию со стороны. При этом отсутствует непосредственное кинестетическое восприятие. Ассоциация и диссоциация – это два разных опыта, два разных способа воспринимать одни и те же события. Диссоциация позволяет более взвешенно и спокойно относиться к происходящему, уйти от сильных неприятных переживаний и боли. Но одновременно с этим мы можем уйти и от приятных восхитительных чувств. Ну, по моему личному мнению, что ассоциация – это работа направлена внутрь, а диссоциация – это работа направлена вовне. Надеюсь, аналогия понятна. Так устроена наша психика. Если интересно, то почитайте об этом в интернете и обязательно поделитесь своими размышлениями. В комментариях, конечно. Хочу поделиться еще одним опытом участия в совместном проекте. Не буду давать на него ссылок. Если его участники прослушают данный материал, то пусть знают, что неприятный осадок никуда не делся. Начну с главного вывода этой истории. Не нужно доверять людям полностью.
даже если вы отличные друзья и вам кажется, что у вас есть великое взаимопонимание. Теперь я считаю, что формализованный договор рабочих взаимоотношений является верхом человеческого взаимоуважения. Проект также был в работе около года, были совместные встречи, совместные ожидания и договоренности. Ура, все будет совместное, результаты делим пополам, радость и феерия. Вперед из песни, как говорится. Когда появился первый работающий прототип, проработан конструктив, решены основные этапы изготовления, начал отваливаться один из участников команды, ответственный за разработку контроллера. Его мотивация быстро угасла, он отправился пилить свой собственный проект, ну и в целом как-то вот произошло все именно вот так. Конечно, это нормальное человеческое поведение, но свою работу до конца он не доделал. В итоге был установлен серийный контроллер без вреда для проекта. Проблема решилась достаточно быстро и, наверное, даже больше пошла ему на пользу. Далее у третьего участника, который отвечал за производство, начались какие-то личные проблемы, скорее всего финансового характера. И все чаще у него стали появляться мысли, что только он все сделал и разрабатывать чертежи и конструктив это уже не нужно, да и вообще это очень просто было. Миновав все начальные обещания о совместном сотрудничестве, под предлогом невозможности дальнейшего удаленного сотрудничества, он находит человека, который всегда был рядом под рукой. При попытке вернуть вложенные в проект средства я получил отказ, но это если прям вот совсем сухо и коротко. Плюсы. Я понял, что не нужно думать о людях лучше, чем они есть на самом деле. Дополнительно все-таки нужен какой-то бумажный договор. Я немножко отрезвился, стал скептиком, улучшил навыки по спокойной переделке модели 150 раз, без лишних эмоций. Ну, из минусов, конечно, я потратил личные средства в виде времени и денег, немного разочаровался в людях, ну и у меня отвалились некоторые контакты. Этот человек почему-то периодически дает о себе знать и обещает вот-вот вернуть деньги. Прошло уже 2 года, но обещанного, конечно же, ждут все 3. По выводам, в данной игре я считаю, что виноваты все. Ошибка была на этапе вхождения. Это не тот сценарий, когда нам нужно делать что-то просто потому, что тебе это нравится. Если это коммерческий проект, то нужен строгий бумажный документ с указанием всех ролей. При возникновении любых спорных моментов нужно возвращаться к данному документу и продолжать работать в указанных рамках. Как говорится, без ТЗ результат ХЗ. Даже плохо прописанный на бумаге план лучше хорошей устной договоренности. Так как я планирую ввязываться и в другие проекты, то даю себе наставление формировать вначале письменное лицензионное соглашение. Так, если это называется по-другому, то просьба меня поправить. Полученный опыт, конечно, прекрасен, но по ощущениям я все-таки ушел с ним в небольшой минус, что оставило небольшой негативный осадок. Я привел несколько примеров с разным эмоциональным градусом в финале. Оба проекта мне понравились, буду продолжать, но поменяю свое отношение к будущим командам. Считаю, что навык общения нужно ставить на первое место, так как только с ним можно построить надежную команду. Также после неудачного опыта важно сохранить здоровый оптимизм, а после успеха не считать, что он будет длиться вечно. Если вы дослушали меня до конца, то прошу оставить обратную связь по такому необычному для меня формату общения с подписчиками. Что вам понравилось, что не понравилось и вообще стоит ли продолжать. В комментариях обязательно пишите о своем самом ярком опыте участия в проектной деятельности, ну и приветствуются любые истории или советы. Вот такое короткое видео я подготовил для вас в этот раз. Желаю всем успешных проектов, ну и конечно же дружных команд. До новых встреч!